Всем привет! У нас очередная встреча. И сегодня чертова дюжина, 13-й выпуск э, вечерних чтений с комментарием. Мы будем с вами читать книгу Ральфа Блюма «Книга рун». Продолжим. 80-я страница, 79-я, 80-я. Традиционно перед началом наших чтений я хочу всех желающих пригласить на обучение магии. И в данном случае курс называется «Руническая биоэнергетика». Напомню, что он объединяет в себе две системы: руны и биоэнергетика. И руны изучаются с позиции биоэнергетики человека, то есть руны являются неким инструментом или возможностью самопознания, познания своей магической способности. На курсе есть достаточно емкий материал, который вы не найдете на просторах интернета, потому что это авторская наработка, то бишь моя. Я сам активировал руны, то есть я нигде не учился, а просто взял и активировал руны, будем говорить, их вспомнил. Ну и в определенном смысле мне открылись некоторые знания, которые мне помогли изучить более глубоко руны. Хотя глубоко изучить, вот я изучил руны, я не могу так сказать, потому что руны это безграничное, не имеющее глубины, не имеющих просторов знания Вселенной, знания о законах Вселенной, знания об энергиях и так далее. То есть это можно сейчас перечислять и перечислять. У нас просто не та тема для того, чтобы об этом говорить. Кристина, привет. У нас все-таки будет чтение с комментариями. Курс рассчитан на любого человека с нулевым или с определенным знанием. Единственное, что вам придется взять за основу в изучение ту систему, которую я предлагаю, по которой я, в общем-то, которую я прошел. То есть, получается, я как бы вас провожу тем же путем, которым прошел сам. Курс состоит из 4 уровней. В описании вы можете почитать подробнее. Добавлю только ко всему этому, что помимо того, что есть видеоматериал, есть обязательные домашние задания, которые нужно выполнять. Притом домашние задания, они имеют характер не только знаний рун, но и знаний разных направлений в магии. Плюс даются магические практики. Алиса, привет. Магические практики имеют некоторую характеристику развивающиеся психологические или психические способности сверхсознания или способности своих сверхспособностей. В некоторые практики я взял из Кастанеды. Это мои любимые книги. Я их продолжаю изучать. Скажу вам так, когда мне как-то написали комментарий, поделюсь с вами перед началом чтения. Он меня так немножко впечатлил. Человек пишет, что он прочитал 3 раза книги Кастанеда. Типа я вообще тут несу белиберду. Но меня зацепило, знаете что, я вот так вот вдумался. Человек прочитал 3 раза 11 книг Кастанеда. 3 раза 11 книг. Хорошо, Тансегрити мы уберем, Колесо времени мы уберем. Это книги, которые являются производными всех трудов Кастанеды. 9 книг. То есть он прочитал 3 раза 9 книг Кастанеды. И он пишет комментарий похабного, наглого порядка. То есть чувство собственной важности у него зашкаливает. Что-то здесь какой-то диссонанс, знаете. Человек ничего не создал, спрятался за аватарку, пишет, что он прочитал 3 раза Кастанеду. Вот как-то так. Поэтому Кастанеду я изучаю до сих пор. Я познакомился с ним 10 лет назад. Я перечитываю, анализирую, беру некоторые практики, использую, а они есть в курсе.
Поэтому у меня курс, я бы сказал, что вроде бы мы изучаем руны, на самом деле мы изучаем не руны, а изучаем магию через руны. Поэтому мой курс — это изучение магии через руны с открытием своих способностей. И курс не рассчитан просто послушал, посмотрел, и вроде бы ты все. Нет, там придется трудиться, выполнять задания. И если задания выполнены не так, как нужно, то есть, ну, не в том требовании, в которое я предъявляю, я его возвращаю, переделываю. И, в общем-то, где-то курс рассчитан вместе с первым уровнем и вторым уровнем рассчитан на год. Поэтому кто готов постигать и учиться знаний, кому нужна помощь в постижении, чтобы за год изучить руны и познать себя, то есть выйти на определенный базовый уровень для дальнейшего развития, потому что это предполагает дальнейшее развитие. Приглашаю вас к себе на курс. Как зайти на курс, как со мной связаться, все есть ссылки в описании. Кто подписан на канал, знает, есть тоже ссылки почти под каждым видео. Есть на сайт, есть на страницу Фейсбука. То есть кто захочет, может выйти на связь. Ну а кто еще не подписан, то, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Дальше будет интересно. Ну что ж, мы начнем чтение. И сегодня у нас такая очень интересная тема. Называется «Три ритуальных расклада». Ну, естественно, это 3 ритуальных расклада, которые предлагает Ральф Блюм. Естественно, что я напомню, что Ральф Блюм — это человек, который не отдален от христианства, то есть он является в некотором смысле христианином, который изучал руны. Знаете, вот я хочу сказать вот в отношении не в плане оправдания, а в плане как исследователя, я хочу сказать, что очень много христианских исследователей, по сути, благодаря им у нас есть на сегодняшний день даже старший эд. Тот же христианский епископ собирал устные формы старших эд и записал их. Да, может быть, они не настолько уникальны и не настолько они, может быть, точны в донесении мифологии, донесении знаний о древних богах, тем не менее, именно христианский священник сохранил на сегодняшний день то, что мы читаем в переводе Корсуна, по-моему, Стоусон. Я сейчас не хочу коверкать скандинавское имя, напомните мне, но именно он и оставил нам старшие и даже некоторые младшие. Поэтому это потрясающий вклад в историю для исследователей. Очень интересно. Поэтому нельзя говорить, что раз Ральф Блюм имеет христианскую какую-то мироубеждение, он изучает руны, это несовместимо. Да, смешивать это не стоит. То есть это всегда нужно разделять. Это никогда не будет общая система руны и парадигма христианства. Но как исследование, почему бы нет? Почему бы в этом направлении не учиться даже у тех же христиан, а у христиан не учиться у язычников, да, в таком вот плане. То есть главная мудрость, а в основе всего лежит мудрость магическая. Перед тем, как мы начнем исследовать 3 расклада, есть такое маленькое предисловие, которое фрагмент перевода святого Франциска Азийского выполнен с современного английского языка, переведенного Ральфом Блюмом. Называется «Простая молитва». Я хочу ее прочитать и прокомментировать. «Господи, сделай меня орудием Твоего порядка. Там, где есть ненависть, позволь мне посеять любовь. Там, где есть обида, позволь мне посеять прощение. Там, где есть неверие, позволь мне посеять веру. Там, где есть отчаяние, позволь мне посеять надежду. Там, где
сплошная тьма, позволь мне посеять свет. Там, где царит уныние, позволь мне посеять радость. О Господи Боже, дозволь, чтобы я мог стремиться не столь быть утешенным, сколь утешать, не столь быть понятным, сколь понимать, не столь быть любимым, сколь любить. Ибо даруя, мы обретаем, прощая, мы получаем прощение, умирая, мы рождаемся для вечной жизни. Уникальный перевод, я вам скажу, и если мы на него посмотрим не догматично или с каким-то предвзятостью, а зададим вопрос, какой мы можем извлечь отсюда опыт, ну и в данном случае магический опыт, что может нас научить во всем этом, то нас может научить то, что цель-то и миссия людей, знающих, ведающих, да, мудрых, это сеять, быть сеятелем. Лиса права, магия едина и выше религии. Совершенно верно. То есть миссия мага, любого мага, который постигает знания, однажды наполнив свою чашу знаний, эту чашу излить для тех, кто в этом нуждается. То есть посеять. Собственно говоря, вот даже вот эти чтения, они имеют больший смысл для того, чтобы сеять. То есть я не несу какой-то коммерческой цели, я делаю это абсолютно бесплатно. Конечно, мне приятно, когда на мой канал подписываются, и приятно, когда есть слова благодарности. Еще приятнее, если эти слова благодарности ссылают в виде материального спасибо, то есть маленькой какой-то денежки в виде спасибо. Кстати, счет в описании, если кто-то захочет отблагодарить, буду очень признателен, потому что всю свою жизнь и все свое время я посвящаю магии и посвящаю тому, чтобы сеять. То есть сеять прощение. Ведь смотрите, здесь не говорится прощение других, здесь говорится прощение самого себя. То есть, если есть обида на самого себя, позволь мне посеять прощение, твое прощение, прости себя. Если у тебя есть ненависть к себе, то посей любовь в себе. Это я перефразирую. Там, где есть неверие в себя, позволь посеять веру в себя. Там, где есть отчаяние в себе внутри, позволь посеять надежду себе, надейся. Там, где сплошная тьма внутри, в душе, позволь посеять свет, посей в себе свет, освети эту тьму, познай эту тьму. Там, где царит уныние, да, там, где у вас царит уныние, позволь себе посеять радость. Заставляйте себя радоваться, потому что не ждите, когда кто-то вас обрадует, а заставляйте себя радоваться. Находите даже мелочи, благодаря которым вы радуетесь. И если мы берем концепт того, что божественное внутри нас, то обращение Господи Боже как Господин, то есть Господин лично Ты, Бог лично Ты, позволь стремиться не столько быть утешенным, да, сколько утешить. То есть утешить — это не развлечь, а успокоить ищущий дух, ищущую стремление, да, то есть тот, кто стремится. Не столь быть понятым, только понимать других. А это и есть познание самого себя, потому что окружающие нас люди — это есть отражение нас. Мы, глядя на других людей, мы можем увидеть отражение самих себя. В чем заключается отражение? Если есть плохие люди, значит, это есть и наша часть отражения. Это стоит принимать и понимать. То есть, может быть, где-то не понимаешь себя, но если ты поймешь других, то ты поймешь и себя. Если ты себя не любишь, ты не можешь любить других. Но быть любимым не кем-то, а любить. Почему? Любить по-настоящему, целостно, да? То есть любовь, которая не извращена в том виде в человечестве, а
смысл любви, когда ты делаешь себя целым, не кусками. Ты не есть кусок недоделанный, а целый. Собрать себя по кусочкам. Тогда, даруя, мы обретаем. То есть отдавая, мы обретаем. Это и есть закон равновесия. Это неизменный цикл обращения энергии, которая возвращается. Поэтому, когда мы прощаем себя, мы получаем прощение себя самого. Когда мы умираем, мы рождаемся для жизни. Какой жизни? Вечной, да? Бесконечной. Не бессмертие, а бесконечная жизнь. В чем бесконечная жизнь? В той частичке, которую мы сея других, да? В этом и остается частичка бессмертия, частичка вечности. Пусть эти плоды произрастут для развития, да? Вот такая вот, знаете, умиленность, да, но с глубиной понимания, глубиной познания. Размышляйте об этом. Может, даже остановите на этом фрагменте и почитайте ее. Читайте и подумайте. Ну что, 3 ритуальных расклада. В современном нам мире Господь любит мир через нас, Мать Тереза. Ну, мы сами боги, и мы можем любить этот мир не людской, а мир в общем. Не надо отделять. Людей мы любим, остальное, ну, так себе, как придется. Мир — это весь мир, в котором мы живем. Это наше временное пристанище. В современном нам мире, где все меняется чрезвычайно быстро, эти 3 практики призывают нас помнить о циклической природе жизни и личного роста. Примет ли этот рост форму очищения, расставляя вещи по своим местам в их взаимосвязи, или форму завершения очередного жизненного цикла, требующего времени на признание и осознание ваших намерений? В любом случае, этот процесс обязательно обогатит наш жизненный опыт. Ну, вообще, любые ритуальные расклады или ритуальные действия, на самом деле это не что иное, как расстановка своего внимания. Когда мы своим вниманием делаем определенную расстановку внутри себя. То есть, когда мы размышляем и раскладываем все по полочкам, все наши мысли, все наши дела, все наши поступки, то, чем мы живем, чем мы дышим, я имею в виду духовно, то это не что иное, как уже есть ритуал. Ритуал внутри нас. Естественно, что бы мы ни делали, расставляя, то есть не делая ритуально, мы во всем обязательно обогащаемся. Обязательно обогащаем наш жизненный опыт. Практики, описанные ниже, предназначены способствовать возвращению ритуального, следовательно сакрального, в нашу повседневную жизнь. Да, наш современный мир это немножко упускает. И это его делает в какой-то степени пустым и бездуховным. Руны воды. Раздел. Эта практика связана с руной Лагус, атрибутами которой является вода. Текучесть, отлив, прилив эмоций, интересов и взаимоотношений. Это очищающий, восстанавливающий силы ритуал, который может быть выполнен в любой момент, когда ваше тело пребывает в контакте с водой. Ну, на самом деле, с августом всех и добрый вечер. Добрый вечер, Алекс.
На самом деле, я уже как-то говорил, мое убеждение, что руна Лагус больше относится к первоэлементу огня. И она, скорее всего, является руной огня. Но если мы рассматриваем как некий элемент воды, как некий элемент очищения энергии, то да, мы можем согласиться с этим. Но это опять же видение Ральфа Блюма. И текучесть воды это самый лучший способ очистить свои энергии, биоэнергии через воду. Всякий раз, когда вы погружаете руки в воду, принимаете душ, ныряете в пруд, в бассейн или купаетесь в океане, задержитесь перед этим на мгновение, чтобы мысленно или вслух произнести следующие слова. Я очищаюсь от всякого эгоизма, обидчивости, критического отношения к моим собратьям, самоуничижения и неверного понимания моего жизненного опыта. Хочу сказать по поводу примера. Это, скорее всего, это пример, представленный Ральфом Блюмом. Ну, я бы и так относился. В любом случае вы можете повторять любые слова, которые к вам придут на сердце. Но самое главное, чтобы это были энергии, направленные на то, от чего вы хотите очиститься. То есть то, что в вас вызывает чувство грязи, да, или дискомфорта. Вот от этого следует очищаться. И своими словами произнесите, от чего вы хотите очиститься. И поверьте, это тоже своего рода такая аффирмация или в некотором смысле заговор себя на очищение. Таким образом вы способствуете своей биоэнергетике настроиться на очищение, на отпускание, на освобождение. То есть вы мобилизуете биотела на то, чтобы они очистились. Поэтому здесь очень классная практика очищения. Понаблюдайте, что приходит на ум, когда вы повторяете эту молитву. Ну, Блюм называет это молитвой. Пусть будет. О своих намерениях вслух или про себя. Произносите эти слова мягко, любовью, дабы не навредить самому себе. В сущности, вы вкладываете в эти слова стремление к тому, чтобы было больше чистоты, больше света в вашей жизни. Но, естественно, если мы вовнутрь программируем себя в чистоте, то, естественно, эта чистота будет и снаружи нашей жизни. Затем, возможно, вы предпочтете трансформировать эти негативные качества, ну, Блюм называет эгоизм, ну, пусть будет эгоизм. Хотя я уже говорил, что эгоизм – это самый главный предохранитель для того, чтобы мы не сгорели понапрасну. Это предохранитель, который защищает наши жизненные силы и ресурсы, чтобы мы их не отдавали сверх меры, чтобы всегда оставался частичка жизненной силы у нас. Поэтому эгоизм – это предохранитель, который сохраняет жизненные силы для нас самих. Эгоизм, обидчивость, склонность к самоуничижению – позитивные их противоположности. Повторив молитву в следующей форме. Я исполняюсь великодушие, понимания, благодарности моим собратьям, восхищением ими, самоуважения, просвещенного понимания моего жизненного опыта. То есть получается аффирмация в некотором смысле как вдох и выдох. То есть сначала делается выдох негатива, а потом делается вдох позитива. То есть как бы мы избавляемся от всего того, что нам не нужно, и наполняемся всем тем, что мы хотим приобрести. Это упражнение очень хорошо делать, если есть возможность
при выдохе опускать руки, а при вдохе эти руки поднимать. Это очень здорово помогает. Получается, опуская руки, вы как бы сбрасываете то, что вам не нужно, ту тяжесть на душе, которая у вас есть, а поднимая руки вверх, вы как бы наполняетесь на вдохе, произнося позитивные слова. Поэтому вы можете эти слова придумать сами. Опять же, неважно, в какой форме, это предложенная форма Ральфом Блюмом, но то, что это практика, дыхательная практика, плюс слова, которые вы говорите, плюс это перед водой, или можете даже это делать в воде, под душем, в бассейне, там, где у кого какая есть возможность, у моря, в море самом. Это, безусловно, высвобождает циркуляцию энергии. И поверьте, делая это даже с какой-то определенной ритмической частотой, постоянно, пусть не каждый день, но хотя бы периодически, вы увидите, как в вас начинает циркулировать жизненная энергия. Самое интересное, вы станете более спокойны, уравновешены, меньше нервничать, меньше реагировать. Очень хорошая практика. Поэтому импровизируйте. Возьмите на вооружение. Это помогает. Ну, во всяком случае, мне в некоторых случаях помогает. Я ее не делаю каждый день, но пользую иногда. Вытащите руну, которая послужит комментарием проблеме, самоуничижения, самоуважения. В другой день вы можете извлечь руны применительно к проблеме эгоизма и великодушия. У вас может возникнуть желание вытянуть руну в связи с каким-либо случаем из вашей жизни, вспоминание о котором вызывает у вас чувство отвращения, стыда или неловкости, выразив при этом желание получить новую его интерпретацию, благодаря которой углубится ваше понимание истинной сущности, степени важности и предназначения этого частного опыта. Знаете, в последнее время я стал практиковать такую вещь, когда, ну вот я о себе хочу сказать, когда ко мне приходят какие-то негативные, неприятные чувства или относительно какого-то человека, или относительно какого-то события, я делаю очень простую практику. Я вспоминаю это событие, и вместо того, чтобы себя накручивать или попытаться побыстрее забыть, я задаю этому случаю или ситуации, связанной с человеком, задаю сам себе вопрос: а чему я могу научиться или извлечь урок из этого? И вы знаете, когда я задаю самому себе этот вопрос, я начинаю вытаскивать своим умом ответы. Эти ответы бывают настолько потрясающие и поучительные, что получается проработка вот этого негативного вспоминания или негативных каких-то моментов относительно другого человека дает такой потрясающий опыт и знания, и извлекает уроки, то иногда даже удивляешься, как я раньше не замечал этих вещей, как я раньше не видел того, что было на поверхности. Ведь эти случаи, эти неприятные моменты, которые происходили, даже будут происходить, пока мы живы здесь, на этой земле, ведь они несут определенный жизненный опыт. Мы проживаем, переживаем, мы где-то обижаемся, плачем, или грустим, или еще каким-то образом реагируем, даже эмоционально. Но оказывается, этот опыт, который мы проживаем, его никуда не денешь, его не сотрешь в памяти, он может быть болью. На самом деле, это потрясающие уроки, если правильно задавать вопрос, какой опыт или какой я могу извлечь урок из данной ситуации, и размышлять над этим. То есть, любимое всем модное слово медитировать. Повторяю, медитировать — древнегреческое слово размышлять, глубинно размышлять на сути вопроса.
Я вам скажу, это очень, очень здорово. Попробуйте. Если кто-то не пробовал, попробуйте. Вытащите что-то, или когда придет вспоминание, вспомните то, что я вам говорил сегодня, и задайте вопрос. Задайте вопрос самому себе. Какой урок я могу извлечь? Какой опыт я могу получить из данной ситуации? Во-первых, эта ситуация или вспоминание, оно прекратит у вас являться заново, и вы получите как бы, ну, проработаете это как опыт, и вы приобретете новый опыт. То есть в любом случае практика приносит только пользу. Возможность практиковать ритуал рун воды безграничны, ибо любой труд священен. Любой труд. Мытье посуды, собаки или машины подходит для этого так же хорошо, как купание ребенка, поливка газона, плавание в Черном море или просто стояние под дождем. Вот где-то так. Ну, согласен. Возможно, вам захочется выписать текст молитвы о своих намерениях и повесить его на стену душевой кабины или над раковиной. Когда вода смоет слова, восстановите надпись. Пусть обряд руны воды сопутствует течению вашей жизни. Тоже неплохой как бы пример повторять одну и ту же аффирмацию. Ну, надо пробовать, надо экспериментировать. Главное, чтобы это было без фанатизма. Наше время подошло к концу. В следующем выпуске завтра мы поговорим о втором ритуале руны ретификации. И снова встретимся в 18:00. Я всем благодарен и признателен. Честно скажу, время пробежало очень быстро. Я благодарен и признателен всем тем, кто был со мной, всем тем, кто будет смотреть в будущем этот фрагмент. Да пребудут с вами ваши боги, а со мной да пребудет мой бог Один. Не забывайте подписываться, кто не подписан. Ведь вы не случайно зашли на канал, ну просто не случайно, и смотрите это видео. Случайностей не бывает. Ставьте уведомления, чтобы не пропустить новые выпуски, новые ролики. До скорой встречи. Всего доброго.